Смотри, какая встреча, брат, почти невероятно. Отец принцессы будет рад, вернем ее обратно. Келлигорм охотно откликнулся. Девица беглая в лесах с каким-то проходимцем, и как ее не гложет страх с ним рядом находиться. Берин очень спокойно им ответил. Заметно, пес тебя умней, он лишнего не спросит. Он знает про слова людей, что лает ветер носит. Речь, конечно, шла о Психоне, который тоже был там вместе со своим хозяином. Берин продолжал свою речь. Пошли бы вы своим путем, блистательные принцы. Не стоит так махать копьем, опасны проходимцы. Ну, разумеется, ему это пришлось сказать, потому что братья на него просто напали. А дальше сцена разворачивалась таким образом. Пес Хуан, решив, что его хозяин уже совсем не прав, начал рычать на Келлигорма. И он делал это так убедительно, что Келлигорм понял, что ему лучше не подходить ни к Берину, ни к Лютиен. А в это время Лютиен упал в обморок, а Берин сражался с принцем Куруфином довольно успешно. Он уже повалил его на землю и додушивал. Когда Лютиен очнулась, оценила обстановку и сказала своему возлюбленному: «Хоть и есть терпению предел, отпусти их прочь, как и хотел. Я прошу тебя, какой нам прок с этих тел?» И Берин ответил Лютиен: «Раз ты просишь, то пускай бегут, только вещи пусть оставят тут. Понял я, нальдорские доспехи сильно мне идут». Ну, принцы были очень недовольны таким обращением с ними. И пока Куруфин с омерзением снимал с себя доспехи, Келлигорм проклинал своего пса. «Будь проклят, окаянный пес, ты мне бесчестие принес. Прочь от меня презренный дар, предатель из страны Валар!» Ему вторил принц Куруфин. Видимо, у них намечался такой месячник нольдорских проклятий, и он говорил Берину, бросая ему под ноги оружие: «Прими проклятие мое за этот меч и за копье, возьми оружие и доспех, иди и стань несчастней всех. До близкой гибели твой путь, ступай, не вздумай увильнуть, иди туда, где смерть твоя страшней, чем было под копья». Берин очень философски отнесся к этим всем проклятиям и ругательствам. Он просто забрал вещи, обнял Лютиен, и они пошли оттуда. Но поскольку Куруфин был очень благородным эльфом, как только у него появилась такая возможность, он схватил лук Келлигорма и начал стрелять нашим героям в спину. Первую стрелу поймал в прыжке пес Хуан. Берин своим чутьем старого партизана понял, что у него за спиной происходит какая-то фигня, быстро развернулся и успел поймать стрелу, которая предназначалась Лютиен, себе в грудь. Пес Хуан понял, что его хозяин уже не просто не прав, а просто слов нет, как он не прав, и с лаем бросился на принцев. Ну и благородные эльфийские принцы что сделали? Правильно, быстро убежали. А Лютиен склонилась над Берином, истекающим кровью, и сказала ему: «Ты через мрак прошел, через бой, ты не умрешь от стрелы шальной. Я знаю, ты еще долго будешь со мной». Лютиен выходила Берина, и к нему начали возвращаться силы, но их спор так и не был закончен. И когда Берин понял, что не может убедить Тинувиэль в том, что ему необходимо выполнить свой обет, он попросту от нее как-то ночью потихоньку сбежал. И отправился один на север, чтобы выполнить свою клятву и добыть Сильмарил. И вот Берин смотрит на пики гор Тангарадрим. Он не знал еще, что он будет делать, но он уже твердо решил, что он туда все-таки пойдет и уже сделает то, что обещал. И он напевал по дороге: